Привет всем! Я очень извиняюсь за то, что я уже как 2 недели должен был разыграть вот этот наруч и так затянул, но просто навалилось много работы, много проблемных моментов, связанных с реконструкцией, и поэтому просто не было времени сделать розыгрыш, тем более, что я хотел не просто разыграть, а записать следующее видео, как сделать вот такой локоть на холодно. Видео по локтю я, наверное, сделаю на выходных этих. Вот такой красивый локоть. Правда, ранделька великовата. А наруч разыграю прямо сейчас. Если честно, я это делаю первый раз, поэтому может быть, чего-то не знаю, как делать правильно. По идее, я копирую ссылку этого видео. У нас вот видео, как сделать наруч. Там комментарий. За комментарий огромное спасибо. И вставляю ссылку. Поехали. Та-дам, 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 та-дам. Олаф Ядановский выигрывает наруч. Меня видно? Вот. Олаф Ядановский получает в подарок или наруч, или скидку на латные руки Тристан. Уточню размеры у него, мало ли, вдруг он там совершенно другого размера и наруч ему не подходит, то чтобы, возможно, сделать ему по его размерам. Ну, там уже будем разбираться. В общем, всем спасибо за то, что поддержали этот розыгрыш, что написали вот эти все комментарии. На самом деле, когда я тренировался, делал тут пробные попытки разыграть наруч, то выиграл Мейден сначала из Одессы и Иван Тютюнник. Вы были очень рядом, просто я в тот момент еще не умел пользоваться этим розыгрышем, поэтому удача вам и улыбнется, наверное, в следующий раз. Не знаю, насколько это важная информация сейчас была. Ребята, всем спасибо, уже очень поздно, 8:30. Очень хочется сделать видео по локтям, потому что хочется привести комплект Грифон в такой же завершенный вид, а то у меня только шлем есть и руки, которые более спортивные, а не, ну, их можно сделать более историчными. И сейчас я преследую цель сделать к бацинету Грифон руки, которые соответствуют по стилистике и будут соответствовать нынешним требованиям историчности. Поэтому я хочу сделать такой красивый локоть, причем хочется наработать варианты, когда это делается не супер сложно. Наверное, локоть это будет одной из самых сложных в этих руках. Ну, самая сложная деталь. Я думаю, с наручами, с бицепсами справиться будет легко, и это будет дешевая деталька. А вот локоть уже надо бы сделать не таким, как мы делаем обычно, а более и красивым, и историчным. Плюс это все надо подогонять теперь намного точнее по датировке, намного ближе. То есть я вот выбрал конец 14 века, там уже появляются латные руки, латные ноги, для того, чтобы эффективно защищать суставы бойцов от изломов, от ушибов и так далее. Латные руки в бугуртах очень хорошо помогают в этом. Доспех 14 века будет иметь, скорее всего, некоторые щели, особенно там спереди, вот тут возле плечей, сзади на лопатках. И эти щели нужно будет закрывать просто с какой-либо скрыткой. Теперь надо, наверное, делать вот так. Не пытаться сделать полноценный доспех, который просто вот вас доспех защищает, а нужно будет придумывать какие-то мелкие костыли, мелкие доработки, которых не видно и которые позволяют защитить здоровье бойца. В общем, всем спасибо, огромное спасибо за то, что вы поддерживаете мой YouTube канал. И я постараюсь на этих выходных сделать видео, как делать вот локоть, как я показывал, такой с ребрами красивый. Все, всем спасибо, всем пока.